Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер, готовлю меренговое мороженое, или как его еще называют, детское мороженое, без использования сливок. Мороженое по данному рецепту получается очень бюджетное и по-домашнему вкусное. Мороженое легко и удобно хранить в морозильной камере в течение всего жаркого лета. Меренговое мороженое после морозильника не нуждается в предварительном оттаивании и сразу готово к употреблению, так как имеет мягкую текстуру даже в замороженном виде. Все особенности рецепта смотрите в рекомендациях. В белки добавляю сахар, взбиваю на высоких оборотах миксера до получения стабильной меренги с устойчивыми пиками. Как правильно взбить меренгу, читайте в описании по ссылке к рецепту. В сотейник с сахаром добавляю воду и лимонную кислоту. Перемешиваю сахар в воде на умеренном огне, чтобы до закипания он уже основательно растворился. После закипания прекращаю мешать и оставляю вариться 5 минут. До крупных пузырей или до температуры 110-120 градусов. Нитка в этом рецепте совершенно не обязательно. Не прекращая взбивания, вливаю горячий сироп в меренгу. Взбиваю на высоких оборотах миксера, чтобы получился устойчивый белково-заварной крем. В сотейник с желтками вливаю молоко. Непрерывно вымешиваю, уваривая на слабом огне. В какой-то момент начинает обильно идти пар, а заварная основа густеет, это говорит о ее готовности. Очень важно не доводить заварную основу до закипания, иначе желтки свернутся. В данном случае лучше раньше снять с огня. Готовность заварной основы можно определить по бороздке на ложке, когда я показывал, когда готовил классический пломбир. Горячую заварную основу вливаю в теплую меренгу. Перемешиваю недолго миксером до однородности. Перекладываю меренговую смесь в пластиковую тару. Убираю тару в морозильную камеру минимум на 3 часа. Готовое меренговое мороженое украсил свежей клубникой и мятой. Мороженое из морозильника сразу готово к употреблению в качестве холодного десерта в жаркий летний день. Оно хорошо хранится как в большой емкости, так и порционно. Спасибо за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.